Сегодня расскажу вам про один из моих частых рецептов. Это быстрое, легкое и при этом невероятно вкусное блюдо. Представьте, как здорово, всего пара ингредиентов, минимум заморочек, а результат просто пальчики оближешь. Итак, начнем. В теплый кефир нужно добавить яйца, сахар и перемешиваю венчиком. Добавляю овсяные хлопья. Еще раз перемешиваю и даю постоять минут 10. Список продуктов оставлю в описании под видео, чтобы вы не потеряли его и всегда могли быстро вернуться к рецепту. Еще хочу поделиться полезным советом. В этом рецепте вместо муки я добавляю овсянку. Она делает наши оладушки не только вкусными, но и питательными. Лучше берите мелкие овсяные хлопья, они быстрее впитывают влагу из тыквы, и тесто получается более однородным. Если же видите, что масса слишком жидкая, просто добавьте пару ложек муки или измельченные хлопья в блендере до состояния муки и вмешайте в тесто. Эту маленькую хитрость мы обнаружили с моей подругой, когда обсуждали, почему у нее не получились такие же оладушки. Как оказалось, ее подвела овсянка. Тыкву мою, очищаю и натираю на терке. Крупной или мелкой выбирайте сами. Перекладываю ее в миску. Дальше добавляю натертое яблоко прямо с кожурой, только не серединку с семечками. Это придает оладушкам дополнительную сочность и легкую кислинку. Дальше кладу немного ванильного сахара, разрыхлитель и немного корицы. Очень ароматно получается, но если вы не любите корицу, смело пропускайте этот шаг. А если любите экспериментировать, можно добавить чуть-чуть мускатного ореха или имбиря на ваш вкус. Обжариваю оладушки на сковороде с растительным маслом. Сначала на среднем огне, чтобы они схватились, а потом убавляю огонь и даю им дойти до золотистой корочки. Они получаются пышными и нежными. Особенно вкусно подать их с сахарной пудрой сверху. Напоминает десерт, но при этом отличный вариант для завтрака или перекуса. Если у вас есть тыква, берите этот рецепт на заметку и обязательно попробуйте. Это блюдо отлично подойдет для всей семьи, вне зависимости от того, завтрак это или легкий перекус. Спасибо вам огромное за то, что смотрите мои видео, поддерживаете, подписываетесь и делитесь рецептами с друзьями. Это очень вдохновляет меня на новые рецепты. Не забудьте сохранить этот рецепт, чтобы был под рукой, когда нужна идея для быстрого и вкусного блюда. Если вам нравятся простые полезные рецепты из тыквы и кабачков, обязательно заглядывайте ко мне еще. У меня много всего интересного и вкусного, от запеканок и салатов до овощных оладушек и грибных блюд. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео и вдохновляться каждый день. А пока приятного аппетита и отличного настроения. До встречи в комментариях и следующих видео.